Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя. В прошлом мастер-классе мы связали снуд узором цепи, а сегодня свяжем шапку с таким же узором. Шапка на размер 55-57, но можно будет связать на любой размер. Глубина шапки 22 сантиметра. Посмотрите по таблице, какая у вас должна быть глубина шапки по окружности вашей головы. Вот эту вот часть от макушки до резинки можно оставить неизменной. Здесь для узора цепи необходимо число петель кратное 7. Я набирала 28 петель. И для макушки, чтобы ее сформировать, 6 петель. У нас получается такая ровная круглая макушка. А изменить можно именно вот эту часть, где у нас идет отворот. Можно здесь провязать меньше петель, тогда получается отворот у нас уменьшится, соответственно поменяется глубина шапки. Также можно и поменять высоту отворота, если вы захотите, также набрав меньше петель. Здесь я для отворота набирала 23 петли, и у меня получилась длина 13 сантиметров. Всего я набирала 57 петель. Поэтому, если вы хотите изменить глубину шапки, либо поменять отворот, высоту его, то изменяйте вот эту именно часть. Отворот у меня здесь получился 9 сантиметров. Возможно, вы захотите сделать его меньше. Для вязания шапки потребуется всего один моток пряжи. Я вязала из пряжи Alize Alpaca Royale. Здесь в 100 граммах 250 метров. Цвет пряжи 356. Состав 55% акрил, 15% альпака и 30% шерсти. Можно взять один моток пряжи Alize Lana Gold Classic. Здесь у нас в 100 граммах 240 метров. 51% акрил, 49% шерсти. Цвет данной пряжи 57. Крючок я использовала номер 4,5. Если очень туго вяжете, берите крючок номер 5. Также понадобится игла с большим ушком. Бывают такие пластиковые или металлические. Они нам понадобятся для того, чтобы стянуть макушку. И также маркеры. Маркеры обязательно. Можно использовать просто булавки. Делаем петлю. Заводим крючок, вытянули. Это первая воздушная петля. Далее вторая, третья, четвертая и так далее. 57 воздушных петель. Петли старайтесь набирать свободно, сильно их не стягивайте. Я набрала 57 воздушных петель, и цепочка у меня в нерастянутом виде приблизительно 36 сантиметров. В конце всегда делаем одну воздушную петлю, провязываем со второй петли от крючка, первая со второй, провязываем 23 столбика без накида, вводим крючок, провязываем первый столбик, крайнюю петлю можете отметить маркером. Очень часто крайние петли забывают провязать, и тогда полотно начинает сужаться. Поэтому рекомендую отмечать крайние петли маркером. Далее вводим в следующую. Второй столбик без накида. Третий. Провязываем 23 столбика без накида. Я провязала 23 столбика без накида. Их можно пересчитать по косичкам. Вот сверху идет первая, вторая, третья. И вот это самая последняя крайняя, 23. Далее провязываем для узора цепи. Необходимо число петель кратное 7. Я провязывать будет 28 полустолбиков с накидом. Делаем накид. В следующую петлю вводим крючок. И все 3 петельки провязываем вместе. Данную петлю необходимо отметить маркером. Это у нас переход между столбиком без накида и полустолбиком с накидом.
Я провязала первый полустолбик с накидом, далее снова накид, второй, третий, четвертый. И так провязываем 28 полустолбиков с накидом. В конце осталось 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас будет здесь макушка. Здесь провязываем 6 соединительных столбиков. Вводим крючок, вытянули и сразу протягиваем через петлю. Соединительные столбики старайтесь вязать более свободно, сильно их не затягивайте. Последняя, 6-я соединительная петля. И в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем и будем вязать второй ряд. Со второго ряда и все последующие ряды провязываем, захватывая только заднюю стенку петли. Вначале провязываем во втором ряду 6 соединительных столбиков. Также провязываем со второй петли от крючка. Первая, во вторую за заднюю стенку ввели крючок и провязываем соединительный столбик. Крайнюю петлю можете отметить маркером. Это у нас был первый столбик. Далее второй, третий, четвертый, 5 и 6. Далее провязываем 28 полустолбиков с накидом до маркера. Делаем накид, также за заднюю стенку петли провязываем все 3 петли вместе. Накид, и так провязываем до маркера. Где маркер, провязываем последний полустолбик с накидом, также за заднюю стенку петли. Это у меня будет 28 полустолбик с накидом. Далее провязываем 23 столбика без накида, также захватывая заднюю стенку петли. Провязали первый и сразу же отмечаем маркером данный переход. И провязываем до конца столбики без накида, и в конце покажу, как провязать последнюю петлю. Последний 23 столбик без накида провязываем, захватывая обе стенки петли. Вот таким образом ввели крючок, обе стеночки захватили и провязываем столбик без накида. Далее снова в конце 1 воздушная петля, перевернули и будем вязать третий ряд. В третьем ряду провязываем до маркера 23 столбика без накида. Где у нас маркер, здесь будет последний 23 столбик. Также провязываем со второй петли от крючка. Первая во вторую за заднюю стенку, первый столбик, и отмечаем маркером. Следующую за заднюю стенку, провязываем до маркера. Где маркер, провязываю последний 23 столбик без накида. И далее будем провязывать 28 соединительных столбиков, и в конце 6 петель останутся не провязанными. Вяжем соединительный столбик. Вот обратите здесь внимание, иногда могут новички запутаться. Вот здесь вот как бы тоже идут косички, но на самом деле вот здесь вот необходимо перевернуть. Вот они, наши косички. За заднюю стенку петли вытянули и провязываем соединительный столбик. Сразу же отмечаем маркером. Далее в следующую
И как я говорила, соединительные петли старайтесь вязать более свободно, чтобы в следующем ряду спокойно можно было вводить крючок. Если будете вязать туго, то вам будет сложновато. Я провязала 28 соединительных столбиков, и в конце 6 петель оставляем не провязанными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем 4 ряд. Провязываем в 4 ряду 28 соединительных столбиков, также начинаем провязывать со 2 петли от крючка. За заднюю стенку провязали. Если хотите, можете вот это тоже отметить, крайнюю петлю маркером. Далее в следующую. Провязываем до маркера, где у нас идет переход. Провязываю, где маркер, последний соединительный столбик. Далее до низа шапки мы провязываем 23 столбика без накида. Провязываем первый, отмечаем маркером. Провязываем 23 столбика без накида. И в конце, где маркер, провязываем снова за обе стенки петли. Вот я провязала 4 ряд. Вот здесь у нас, где идет вверх макушка шапки, здесь образовалась вот такая вот ступенька. Сейчас будем провязывать 5 ряд, и здесь опустимся вниз и провяжем макушку. Вот эта часть, где у нас идет отворот шапки, он всегда одинаковый. Мы здесь всегда провязываем по 23 столбика без накида. Делаем воздушную петлю, перевернули, вяжем 5 ряд, провязываем 23 столбика без накида со 2 петли от крючка за заднюю стенку. Первый столбик и отмечаем. Следующий. Провязываем до маркера. Где маркер, провязываю последний 23 столбик без накида. И далее будем провязывать 28 полустолбиков с накидом вот до этой ступеньки. Здесь, смотрите, у нас находится вот такая вот перемычка сбоку. Вот она, самая последняя петля. Здесь у нас будет последний 28 полустолбик с накидом. Накид, провязываем первый полустолбик с накидом и отмечаем маркером. Осталось провязать 2 петли. Вот она, самая последняя петля, перемычка сбоку. И теперь мы должны опуститься вниз и провязать оставшиеся 6 петель соединительными петлями. Здесь вот она, перемычка, которую я вам показывала. Сюда вводим крючок, вот перемычку, опускаемся вниз в следующую петлю, также за заднюю стенку, и провязываем соединительный столбик. Вытягиваем через все петли на крючке. Первый, второй, третий, 4, 5 и 6. Где у нас находится макушка, здесь не обязательно провязывать за обе стенки петли, можно провязать также за заднюю стенку. 6 соединительный столбик. Соединительные столбики провязывайте более свободно.
Делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду мы будем уже формировать цепи. Для начала здесь, где макушка, провязываем 6 соединительных столбиков. Во 2-ю петлю от крючка за заднюю стенку, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й соединительный столбик. Далее провязываем 6 полустолбиков с накидом. Делаем накид, за заднюю стенку провязываем 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й. Итак, я провязала 6 полустолбиков с накидом. Далее провязывать будем удлиненный столбик. Вот у нас идет 7-я петля, она у нас останется не провязанной. Мы здесь сейчас опустимся вниз и провяжем удлиненный столбик. Следующие полустолбики с накидом мы будем вязать вот уже за вот эту петлю. То есть это у нас останется. Сейчас я просто отмечу ее маркером, чтобы вам было понятнее. Далее мы должны снизу вот опуститься в 1-й ряд и здесь отсчитать 6 петель. Вот смотрите, у нас идет здесь макушка. Вот они идут косички. Вначале мы провязывали 6 соединительных столбиков. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще раз покажу сейчас. Вот 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Это 6 соединительных столбиков. Далее идут вот такие вот более такие объемные петельки. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7-ю мы должны провязать удлиненный столбик. Вот в эту петлю делаем накид. В 7-ю в 1-м ряду вводим крючок, вытягиваем. Петельку сильно короткой не оставляйте, вот так вот подтяните слегка. И провязываем все петли на крючке. Так мы провязали удлиненный столбик. Далее мы снова провязываем 6 полустолбиков с накидом. И вот смотрите, видите, я отметила маркером, мы начинаем провязывать вот с этой петли. Здесь под удлиненным столбиком петелька осталась не провязанной. Провязываем снова 6 полустолбиков с накидом. Снова удлиненный столбик. Опускаемся вниз. Вот отсюда начинаем отсчитывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в 7-ю провязываем удлиненный столбик. Накид. Вниз опустились. Вытягиваем. Провязываем все петли на крючке. Далее снова провязываем 6 полустолбиков с накидом. Петелька под удлиненным столбиком, она остается. Вот она, следующая петля. Накид. Провязываем 6 полустолбиков с накидом. Снова опускаемся вниз. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в 7-ю провязываем удлиненный столбик. Накид. И осталось провязать снова 6
полустолбиков с накидом. Где маркер? Это у нас 7-я петля. И здесь мы провязываем также удлиненный столбик. Делаем накид, отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 7-ю. Провязали. И далее провязываем до конца столбики без накида. Провязываем первый столбик без накида и отмечаем маркером. Далее в следующую провязываем до конца. Здесь также провязываем за обе стенки петли. И у нас уже получается вот такой вот узор. Делаем воздушную петлю и провязываем 7-й ряд. Также провязываем в начале 23 столбика без накида. Я провязала 23 столбика без накида. Далее провязываем 28 полустолбиков с накидом. Это у нас первый полустолбик с накидом. Далее второй. И так далее. 28 полустолбиков с накидом. И в конце оставим 6 непровязанных петель. В 7-м ряду оставляем в конце 6 непровязанных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем 8-й ряд. Провязываем 28 полустолбиков с накидом. Накид со 2-й петли от крючка. Провязываем полустолбики с накидом. Провязываем до маркера, где маркер будет последний 28, и снова до конца здесь 23 столбика без накида. Провязываю последний 28 полустолбик с накидом. Далее столбики без накида. До конца ряда 23 столбика без накида. Довязали 8-й ряд до конца, 1 воздушная петля, перевернули, вяжем 9-й ряд. Также провязываем в начале до маркера 23 столбика без накида. Далее в 9-м ряду провязываем 28 соединительных столбиков. Здесь опустимся вниз и провяжем оставшиеся 6 петель. Это у меня 23 столбик без накида. Далее первая соединительная петля. И провязываем далее соединительные петли. Как я говорила, их провязывайте более свободно. Провязываем здесь до вот этой вот ступеньки. Вот идет перемычка. Вот последняя петля, 28-я. Вот я дошла до ступеньки. Провязываю последний здесь столбик соединительный. Далее вводим крючок вот в эту перемычку. Опускаемся вниз в следующую петлю и провязываем соединительный столбик. Это у нас первый, далее второй, и до макушки у нас
6 соединительных столбиков. 5-й и 6-й, последний. В конце воздушная петля, перевернули и вяжем 10-й ряд, провязываем до маркера только соединительные столбики. Где маркер у нас последний соединительный столбик, затем идут снова столбики без накида до конца. Я провязала 10 ряд, далее воздушная петля, провязываем 11 ряд, также в начале провязываем 23 столбика без накида. Далее провязываем 28 полустолбиков с накидом. Отмечаем маркером. Провязываем полустолбики с накидом. Провязываем 28 петель и последние 6 петель оставляем не провязанными. В конце 11 ряда оставляем 6 непровязанных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем воздушную петлю и вяжем 12 ряд. В 12 ряду мы снова формируем цепи, только мы их будем формировать в шахматном порядке. Итак, в 12 ряду в начале провязываем 3 полустолбика с накидом. Накид, вторую петлю, первый, второй и третий. Далее у нас будет удлиненный столбик. Вот она, 4-я петля. Ее мы не провязываем. Здесь опускаемся вниз, смотрим. Вот у нас идет удлиненный столбик, следующий ряд. И вот здесь вот идут косички. Отсчитываем 1, 2, 3 и в 4-ю провязываем удлиненный столбик. Далее провязываем 6 полустолбиков с накидом. Вот петелька, которая за удлиненным столбиком, ее не трогаем. Провязываем следующую. Первая, вторая, третья, 4-я, 5-я и 6-я. Провязали 6 полустолбиков с накидом. Снова опускаемся вниз, отсчитываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в 7-ю провязываем удлиненный столбик. Вот таким образом в шахматном порядке у нас получаются цепи. Далее провязываем снова 6 полустолбиков с накидом, делаем удлиненный столбик в 7-ю петлю, затем еще раз 6 полустолбиков с накидом и удлиненный столбик. И в конце здесь до маркера остаются 3 петли. Провязываем 3 полустолбика с накидом. И далее провязываем 23 столбика без накида.
Вот так у нас уже получилось. Провязываем 12 ряд до конца. Я провязала 12 рядов, и далее ряды повторяются с 1 по 12 ряд. В 6 ряду мы формируем цепи, и в 12 ряду. Вот эта сторона, где мы формируем цепи, у нас она будет лицевая. Вот таким образом выглядит изнаночная сторона. Сейчас мы будем провязывать. Я еще с вами провяжу и покажу здесь, как опуститься вниз. Это у нас будет уже 13 ряд, он вяжется как первый ряд. Провязываем для начала 23 столбика без накида. Далее провязываем 28 полустолбиков с накидом. И здесь опустимся вниз, провяжем 6 соединительных петель. В конце не забудьте, всегда провязываем одну воздушную петлю. Провязываем 13 ряд как первый ряд. Провязываем до ступеньки. Вот я провязала 13 ряд до ступеньки. Далее здесь опускаемся и провязываем 6 соединительных столбиков. Находим перемычку, вот она. Заводим крючок. Опускаемся вниз в следующую петлю. Первый соединительный столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый и последний, шестой. Это мы провязали 13 ряд, он вяжется как первый. Далее 1 воздушная петля, перевернули и вяжем 14 ряд, провязываем как второй ряд. Здесь провязываем 6 соединительных столбиков, 28 полустолбиков с накидом и 23 столбика без накида. Все, далее ряды повторяются. С 1 по 12 ряд вяжем. Вот я провязала шапочку до конца. Последний ряд у меня был 12, чтобы вот здесь у меня совпадал узор. Видите, в шахматном порядке идет. От мотка осталось немного пряжи, как раз для того, чтобы сделать соединение. Сейчас я скажу размеры по резинке, сколько здесь у меня вышло. Итак, резинка в длину получилась 44 сантиметра. Как я говорила, это я вязала на размер 55-57. Резинка очень эластичная, хорошо тянется. Теперь осталось сделать только соединение. Соединять будем по лицевой стороне, где мы провязывали удлиненные столбики. Это и есть лицевая сторона. Здесь еще можно обратить внимание, вот у нас идут цепи, и посередине идет вот такая вот косичка. На изнаночной стороне данная косичка идет не посередине, она сливается с предыдущим рядом. Складываем пополам. Здесь у нас лицевая сторона находится. Рабочую нить оставляем внутри. С этой стороны заводим крючок под каждую петлю. Вот здесь вот. А здесь у нас идут косички. Где идут косички, мы захватываем только переднюю стенку петли. Вот они. Заводим в крайнюю петлю. Вытянули. Для начала захватываем, где у нас идут косички, переднюю стенку петли. Вот первая петля, мы ее не трогаем, отсюда у нас выходит уже нить. Далее заводим во вторую, за переднюю стенку петли. Затем также с этой стороны находим вторую петлю, вот она. Заводим, захватываем нить и провязываем соединительный столбик. Далее снова за переднюю стенку петли, следующую петлю вот здесь. И таким образом провязываем соединительные петли. У нас будет образовываться вот такая вот косичка. И с изнаночной стороны шва тоже не будет видно при отвороте. Довязываем до конца, вот здесь вот до места, где у нас идет ступенька. И я покажу, как здесь сделать соединение. Вот я дошла до места, где мы должны
опуститься здесь вниз и также захватить вот эту сторону. Вот последняя петелька, вот у нас идет ступенька, здесь перемычка. Здесь захватываю переднюю стеночку петли. Далее с этой стороны завожу, провязала соединительный столбик. И далее, чтобы здесь опуститься вниз, нам необходимо будет ввести крючок под перемычку. Вот она осталась перемычка. Вот она была петля, вот перемычка. Под перемычку вначале вводим, затем опускаемся вниз. Здесь также захватываем переднюю стенку петли. И с этой стороны заводим под следующую петлю. И протягиваем через все петельки. Вот мы здесь соединили. И далее, как обычно, заводим за переднюю стенку петли с этой стороны и довязываем до макушки. И затем нам останется только стянуть макушку. В конце оставляем нить для стягивания макушки. Вот здесь я провязала последнюю петлю. Далее вытягиваем данную нить через петельку. Полностью вытянули. Здесь затянули. И продеваем нить в иглу. Это у нас кончик с начала ряда. Его необходимо будет здесь по изнаночной стороне убрать под петельки. Чтобы стянуть макушку, нам необходимо собрать вот эти вот петельки. Вот идет косичка. Здесь идет такая вот петелька на под наклоном. И вот здесь вот в эти петли мы заводим иглу. Найду вот первую, следующую. Вот таким образом собираем все петли по кругу. В конце можно ввести иглу под самую первую петлю. Теперь очень аккуратно тянем за нить и стягиваем. Сильно не тяните, чтобы у вас ниточка не порвалась. Выводим иглу на изнанку. Аккуратно стянули и далее иглой проходим опять по кругу, собираем петли. И потихонечку подтягиваем. Кончик нити прячем под петли. И вот такая получилась у нас аккуратная ровная макушка. Здесь вот у нас вот таким образом выглядит шов. И при отвороте он незаметен. Вот и готова наша шапочка.
Также к нему мы вязали снуд. Вот он наш комплект. Очень красивый, мягкий, теплый. Надеюсь, вам все было понятно. Не забудьте подписаться на мой канал и смотрите другие мои мастер-классы.